Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам предлагаю приготовить потрясающий ароматный гречневый хлеб на закваске Lievito Madre. Если вы работаете с любыми другими видами заквасок, вы также можете использовать этот рецепт. Ну что ж, пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Для начала нам понадобится 400 грамм пшеничной муки. Добавляем 100 грамм гречневой муки. Обратите внимание, что гречневая мука из обжаренной гречки, не из зеленой. Хорошо перемешиваем. Затем добавляем 400 мл воды комнатной температуры. В зависимости от гигроскопичности вашей муки вам может понадобиться немного больше воды. У меня явно не хватает воды, поэтому я добавлю еще 50 мл. Наша задача соединить муку и воду. Таким образом мы уже запустим процесс ферментации, и это называется аутолиз. Тесто не должно быть жидким, посмотрите, какая у меня консистенция. Когда вы соберете полностью всю муку, тогда мы накрываем крышкой и оставляем на 40 минут или на час на процесс аутолиза. Также нам понадобится 100 грамм активной закваски Lievito Madre, либо любой другой закваски, которой вы пользуетесь. Час прошел. Теперь добавляем в тесто закваску вот таким образом. Далее я добавлю сразу все остальные ингредиенты. Вы можете добавлять по вашему усмотрению, либо также сразу, либо этапами. Добавляем соль 10 грамм, оливковое масло 1 столовую ложку, 1 столовую ложку меда. Если у вас есть гречневый мед, тогда лучше добавьте его, будет еще более ароматный хлеб. И затем аккуратно вымешиваем все ингредиенты. Сначала в чаше. Затем можно вымешать дополнительно на рабочей поверхности. Тесто готово. Затем перекладываем его в чашу, накрываем крышкой или пленкой и оставляем при комнатной температуре на 40 минут. 40 минут прошло, приступим к процессу складываний. Для этого намочите руки и делайте вот такие простые движения. Вытягиваем край и переносим на противоположную сторону. Далее вновь накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на 40 минут. 40 минут прошло, делаем второе складывание. Таких складываний мы будем делать 4 с интервалами в 40 минут. Всегда повторяем один и тот же процесс, затем накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре. Теперь у нас третье складывание. Посмотрите, насколько тесто меняет свою структуру. Также оставляем его на 40 минут при комнатной температуре. Вновь 40 минут прошло, делаем четвертое складывание. Посмотрите, какое тесто уже стало объемное. Вновь прошло 40 минут. Я сделаю еще одно складывание. Это уже будет 5-й раз, но в этот раз мы не будем выдерживать 40 минут. Я приступлю к работе с тестом непосредственно через 10 минут. 10 минут прошло, и сейчас я буду формовать тесто.
Для этого я присыпаю рабочую поверхность пшеничной мукой, перекладываю тесто на рабочую поверхность швом вверх. Затем аккуратно немного расправляю тесто. Подворачиваю одну сторону и затем вторую сторону и аккуратно скрепляю шов. Затем еще раз складываю тесто вот таким образом. Вот так легко и просто мы сформовали наш будущий хлеб. Я буду использовать корзинку для расстойки теста. Для этого наше тесто нужно обязательно вкладывать в эту корзинку швом вверх. Как вы видите, я его перевернула и оставила шов сверху. Обязательно присыпаем корзинку мукой, перекладываем тесто. Сверху также присыпаем небольшим количеством муки. Затем упаковываем корзинку в пластиковый пакет большего объема. Пакет не должен облегать полностью корзинку, он должен быть просторный, чтобы тесту было куда расти. Затем убираем тесто в холодильник на ночь на длительную холодную ферментацию и ставьте обязательно на верхнюю полку. А с утра просыпайтесь пораньше, чтобы испечь прекрасный свежий хлеб. На следующий день нам понадобится кастрюля с крышкой, желательно чугунная, для выпечки хлеба. Если у вас нет крышки, то можно сверху накрывать кастрюлю фольгой. Мы предварительно разогреваем кастрюлю вместе с крышкой при температуре 250 градусов 25-30 минут. Кастрюлю мы подготовили, она предварительно у нас уже разогрета, значит пришло время печь хлеб. Посмотрите, тесто я достала только что из холодильника. Посмотрите, пакет немного прилип к тесту, поэтому снимайте его очень аккуратно, чтобы не повредить структуру и внутренние пузырьки. Постарайтесь все процессы делать быстро. Присыпаем сверху пшеничной мукой. Затем нам понадобится пергаментная бумага, вырезайте ее под размер нашего теста. Накрываем тесто бумагой и очень аккуратно переворачиваем. Теперь супер быстро делаем надрез и отправляем наше тесто в кастрюлю для выпечки. Будьте аккуратны, не забывайте, что кастрюля уже очень горячая. Если вы захотите, лишние края бумаги можно обрезать, но это делать не обязательно. Затем накрываем крышкой и отправляем в духовку выпекаться при той же температуре 250 градусов на 20 минут. 20 минут прошло, снимаем крышку и продолжаем выпекать при температуре 250 градусов еще 15 минут. 15 минут прошло, посмотрите, какой у нас уже красивый хлебушек. Вытаскиваем его из кастрюли и вот таким образом на решетке допекаем еще 5 минут. Наш хлеб готов. Теперь обязательно дождитесь, когда он полностью остынет. Остужайте вот таким образом на решетке. Посмотрите, какой красавчик у нас получился.
он невероятно ароматный и хрустящий. Теперь давайте посмотрим, какой он будет в разрезе. Послушайте, как он хрустит. Вот такой хлеб в разрезе у нас получился. Посмотрите, какой он воздушный. Гречневый хлеб получается с очень тонким и приятным ароматом гречки. Он подходит как для сладких, так и для соленых тостов. Обязательно попробуйте. Приятного вам аппетита и до новых встреч!